привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. И, мои дорогие, вот я сходила в салон. Видите, я же должна была себя показать, да, вам? А то я все, ну нет, у нас закрыто все было. Но, слава богу, открыли. Я нашла маленькие лазеечки сходить в салон, значит, потому что нам нельзя туда, ну, я не буду тут озвучивать свои секреты, но пока мне туда нельзя было, но я сходила. В общем, значит, что сегодня я хочу вам сказать. Дорогие мои подписчики, во-первых, сегодня по многочисленным просьбам, значит, в Инстаграме, на Ютубе, на Фейсбуке меня просили показать работу. Я хочу сегодня показать вот эту работу. Я ее не записывала. Вот, смотрите, издалека она вот так смотрится. Ну, вот так вот давайте покажу, чтобы уже было видно. Видите? Вот такую работу. Вот, видите, она уже высохла, я ее уже... Но это еще не окончательный результат, потому что я хотела еще какие-то там что-то сделать. В общем, ну, пока вот я показываю вам вот эту работу. Вот. Это панно. Считается, да, вот это панно, объемное панно, 3D-эффект, если на английском сказать, ну вот такой. Вот, и по просьбам, значит, моих подписчиков я, ну, буду сегодня показывать вам. Я не говорю, что я прям полностью все вот так вот сейчас вам покажу, потому что это нужно время, чтобы оно подсохло. Но технику, как я это сделала, секрет, который, значит, ну, многие, может, и знают, я не знаю, но многие меня просили показать. Вот я сегодня вам это буду показывать. Вот. Смотрится очень интересно, видите, да? Это я еще просто вот сделала, просто, видите, золото. Тут коричневый цвет я покрасила, в общем. Ну, смотрится интересно. Каждый может сделать как-то по-своему, какие-то свои цвета подобрать. Но оно прям просто обалденное. Вы вот даже не представляете, насколько мне оно нравится. Оно очень красивое. И если это сделать, представляете, на большой холст такой, будет супер-пупер, да? В общем, сейчас я вам покажу вот эту технику и раскрою секреты, которые... знаю я, которые я смотрела на Ютубе, у которых я училась у мастеров, а теперь я показываю вам. Это не секрет, конечно, люди разделятся на Ютубе, значит, они хотят, чтобы это кто-то видел, кто-то, значит, делал. Вот. И я вам хочу сказать, все мои заливки, те, которые я делаю на каналах, я, значит, показываю вам. Я буду очень рада, если вы будете пробовать, экспериментировать. Я просто буду очень рада. И если у кого-то получается, для меня это большой праздник, потому что, вы знаете, я прям счастлива. У меня уже немало учеников. У меня очень даже нормально уже учеников. Это так приятно, когда пишут, что вот мы учились у вас, мы там смотрели, значит, на канале ваши заливки, и вот сейчас вот они у меня, значит, в подписчиках. Вот. Поэтому я очень рада, если вы повторяете за мной. Не обязательно говорить, что это я смотрела у Дианы, потому что и Диана где-то смотрит, хотя я пишу, конечно, я даю сайты, где я это вижу, да, если я их видела где-то. Если это моя идея, значит, это моя идея. Вот, тут ничего такого нету. Мы все учимся на канале YouTube. Поэтому мы все здесь ученики. И даже я, и даже все остальные, кто там делает, кто там показывает, мы все учимся. Делайте работы, повторяйте работы. Если что-то вы не понимаете, просто напишите в комментарии. Я отвечаю всегда сама. Нахожу время для того, чтобы вам ответить. Конечно, иногда бывает, позже, иногда сразу же отвечаю. Но я с удовольствием это делаю. Поэтому пишите, задавайте вопросы. И если что-то вам непонятно, вы можете спрашивать. У меня, значит, в описании ниже есть, значит, и мой имейл-адрес, и все мои вот эти данные, то, что там Facebook, Instagram и все такое. Пожалуйста, вы просто посмотрите, когда вы заходите, посмотрите все мои данные, и вы можете меня найти просто легко и просто. Значит, или на Facebook, или в Инстаграме, или еще где-то. Вот, вступительно я вам уже сказала, теперь начнем действовать. В общем, сейчас я приготовлю все и начну вам показывать вот это вот, значит, красивую вот такую вот панно. Так, ну вот, дорогие мои, я приготовила все, что нам сейчас необходимо. И рада с вами поделиться и сказать вам, как легко можно сделать вот это панно, которое я вам показывала в самом начале. Я сейчас просто вот покажу еще раз. Вот это панно. Вот такое вот.
Вот. И, значит, мы с вами вместе сделаем это. Для чего нам сегодня нужно подготовить вообще? Что мне нужно? Смотрите, я тут вот нашла старые тряпочки. Ну, вот тряпочки, можно сказать, я вырезала там вот такими вот квадратиками. Видите, у меня были, значит, материал такой вот от старых детской пижамы, потом от каких-то еще этих, ну, штанишки какие-то были. Вот видите, вот такие. Хлопчатобумажная, вот такая хлопок. Да? А это вот такая, она тягучая, видите, она тянется. Вот такой материал. Нам нужны будут вот такие кусочки старого материала. Если у вас есть где-то дома. Я тут сейчас повырезала быстро-быстро, но вам бы, конечно, если я бы посоветовала, конечно, вырезать квадратиками, чтобы они были квадратные, да, чтобы все одинаковые, у вас, чтобы вот эта форма была у всех одинаковая. А я вам пока показываю то, что у меня есть. Дальше. Смотрите, и у меня еще появилась идея, вот, чтобы не использовать, например, какой-то новый холст, это просто супер идея, да. Вот у меня вот много таких холстов, где, видите, то трещинка, то это уже, ну, не пойдет такой холст. Здесь нормальный, а вот здесь уже как бы не пойдет. Дверь закрой, пожалуйста. Вот там. И это самое, вот эта Ариана пришла, поэтому я уже какой раз я записываю видео, и все время она заходит, дверь закройте. Вот, и это самое, я решила, что можно сделать, не обязательно делать это на новом, а мы можем сделать и на вот таких, значит, старых холстах, которые нам уже не надо, на большом, на маленьком. Сегодня я вам буду показывать на маленьком, как это делается. Смотрите. У меня старый есть вот такой грунт, это называется грунт, вот большая такая коробка была грунта, да, он уже старый очень, и я его уже не использую, видите. Вот если у вас тоже есть какой-то старый грунт, но он уже прям такой густой стал, этот грунт, он, ну, не пригоден уже, в общем, я им не пользуюсь. И вот куда его применить, я решила применить, значит, его вот в эту технику, вот. Смотрите, я размешала водой, потому что так как он был очень густой, видите, он прям вот весь какой-то не очень. Но это меня не пугает, потому что это ничего страшного, наоборот, мне очень даже хорошо. Вот, вот такой вот старый грунт. А если есть новый грунт, вот, называется джессу. Он у нас называется джессу. Вот это вот свежий грунт, я пользуюсь им. А это совсем старый. Ну, его надо куда-то использовать, и я решила его использовать. Вот я взяла тарелочку, вот видите, я уже его размешала немножко с водичкой, чтобы немножко хотя бы был он, значит, такой. Можно, вы знаете, я даже попробовала клеем ПВА, можно грунт, можно вот в этот грунт добавить, вот сейчас мы с вами сделаем, можно добавить краски, какого цвета вы хотите, пожалуйста, например, да, если вы хотите там, чтобы были вот эти розочки красного цвета, значит, добавляете красные, хотите черного, черный. Вот сейчас мы с вами будем пробовать. Вот, у меня холст, и вот смотрите, сейчас я вот так вот поставлю, чтобы вам видно было, наверное, вот так, скорее всего. Вот, видно, да? Мы берем вот такой кусочек материала, вот он, предположим, да, вот он. Я его обмакиваю вот так, смотрите, просто вот обмакнула весь. Нам нужен еще пинцет, у кого есть старенький пинцет, новенький пинцет, разницы нету. Вот, видите, я его обмакнула, весь вот так вот промочила это. Вообще интересная техника, я это смотрела на канале давно уже. На канале, по-моему, каком-то Арт Грек, что ли, что-то. Я вот вам ссылку, может, и скину. У них там очень много интересных работ таких было. Это я использовала, когда я делала эти, значит, на банках. Вот, я увидела, мне понравилось, я стала пользоваться на банках. Я делала банки вот так, бутылки украшала, и очень красиво получалось. А в этот раз я решила попробовать эту технику на холст, потому что там показывалось и на холсте, что можно сделать. Вот смотрите, вот у нас вот так вот мы сделали. Мы берем пинцет, просто в середине, вот, середину, да, и просто начинаем скручивать, видите, вот. И получается у нас, сейчас я вам покажу. Обычно не так это сложно. Вот смотрите, видите, вот я скрутила. Получилась розочка. Вот, видите, да, такая. Вот.
Мы эту розочку берем просто-напросто. Вот. Убираем вот это вот пинцетик. Берем вот эту розочку. Раз так и поставили. Все. Вот видели? И вот здесь вот мы уже как бы начинаем ее расправлять. Это не обязательно, но вы можете расправлять. Вот видите, как классно. Дальше опять. Теперь давайте покажу вот с этого материала. Видите, вот этот материал у нас вот, он стоит. Вот видите как. И когда он подсохнет, уже будет эффект, вот, который я вам показала. Сори. Так, теперь смотрите, этот материал тянется. Вот, он немножко как бы протягивается. Опять же, я его вот так промочила, да. Это у нас будет белого цвета. Оно высохнет, будет белого цвета. Но потом уже будем красить. Вот сейчас-то я не смогу вам показать, что он будет, как его красить. Потому что когда высохнет, тогда уже сниму вторую часть. Пока я вам покажу несколько штучек, а дальше уже сделаю, конечно, все без вас. Вот, опять, смотрите, видите, да? Опять я взяла, покрутила, вот. Этот материал немножко по-другому будет ложиться, потому что он такой вот тянется, видите, протягивается. Вот. Можно даже сразу вот взял, раз сюда поставила, и здесь уже выпрямляем. Вот. Вот здесь я уже буду выпрямлять, видите? Все, сейчас я это убираю. Вот вам розочка. Я думаю, с этой техники можно по-разному, по-всякому делать. И розы, и просто вот, если, ну, если можно будет вот так, просто вот собрал, да, и сделал все. Если кому какой-то дизайн нужен, например. Это у меня будут розочки такие. Ну, вот как бы объемные получается. Видите разницу материала? Материал, видите, этот более такой пушистый, а этот немножко такой вот не очень, потому что этот материал сам, вот мне очень понравился, вот этот, именно вот это вот, как же он называется, вот, он от футболки шьют им, я не знаю, штанишки дети, вот такие шьют, вот он хороший материал, а этот нет, этот не растягивается, как бы вот, это просто не растягивается, видите, и он немножко по-другому смотрится, вот. Вот так вот я все буду делать, видели? Вот сейчас еще с вами сделаю еще парочку. И вот так весь холст у нас будет с вами, значит, вот в этом. Сейчас попробуем еще вот это. Ну, видите, но мне не нравится то, что теперь будет один такой. Ну, ладно, ничего страшного. Я вам просто хотела показать разницу в материале. Вы можете взять мешковины, такие есть, вот, ну, любые, вот такие мешочки. Раз порезали там, если не нужно, ну, вам. И сделали, все, вот. Мы можем вот эту вот смесь сейчас покрасить. Я сейчас вам покажу, как можно еще и покрасить. Вот. Это очень легкий способ, очень прям. Ничего сложного я здесь не вижу, ничего вообще сложного нету. Вы поставили вот так, все, и вот убрали, все. И когда вот это все подсохнет, у нас будет объемная вот такая картина, то, что я вам показала. Вот. Видите? Вот такие будут розочки. Интересные. Сейчас я один ряд вот таких сделаю, значит, да? Вот я сейчас даже примерно покажу вам, что можно еще ими сделать. Ну, например. Вот смотрите. Почему я делаю белым? Потому что белый можно перекрасить в любой цвет. А если я сейчас сделаю черным, то уже, конечно, очень сложно будет черный перекрашивать. Вот я думаю, смотрите, вот даже вот так вот поставили, ну, например, вот вам нужна какая-нибудь, вот даже и не нужно ничего делать. Вот, смотрите, раз, и получился у нас вот такой какой-нибудь дизайн. Вот видите? И не обязательно даже крутить. Вот. И это вот сейчас неинтересно смотрится, но когда оно подсохнет, оно будет очень даже интересно. Понимаете? Вот пробуйте, экспериментируйте и увидите, какая красота получается. Я вот теперь решила сделать вот это вот на большом холсте. Значит, у меня есть большие холсты, которые я уже не использую. И вообще они у меня не очень, мне они нравятся, да.
я решила вот сделать на больших холстах вот такой большой, прям такой холст. И посмотрим, как оно будет смотреться на большом. Я думаю, будет красиво. Теперь смотрите, вот я сейчас еще добавлю, да, вот если мы, это я вам экспериментальный же показываю, да, поэтому я буду сейчас вам показывать экспериментальный. Вот если нам нужно покрасить, вы можете краску добавить, я добавляю вот такое вот черное джессо, вот, сюда, предположим, да, вот, он у меня будет уже темный, видите? Сейчас еще одну сделаю сюда. Ничего, оно просохнет, но я покрашу в этот раз черным. Так, вот мы смешиваем это черное джессо, да? И у нас теперь роза должна будет быть вот такая, черно-белая. Или черная, чисто черная. Вы можете использовать чисто черную. В общем, наверное, я не буду сейчас вам долго тут все это показывать. Вы уже сами поняли, что нужно делать. Видите? Сейчас я это все доделаю, а потом мы уже с вами будем... Когда просохнет, я буду вам показывать, как я это красила. Это очень интересная техника. Я думаю, на бутылке, на банках, вот это я пробовала. Очень красиво получается, вы знаете. Вот. Взяла сюда и все. Вот. И вот у нас теперь получилось черное. Серое, черное. Разницы нету, в общем. Видите? Вот, разными цветами. Красным можно, белым можно, черным, как хотите. Когда оно просохнет, оно уже просто будет стоять вот так же. Видите, вот так. Даже вот давайте вот эту сейчас я еще попробовала. Это уже вот побольше, видите, такой кусочек. Ну, в общем, я примерно вам объяснила эту технику, да. Если что-то вам непонятно, напишите мне в комментариях, я вам отвечу. Но я думаю, это самая легкая техника объемного панно, которое я вообще знаю. Ну, еще кроме шпаклевки. Я еще с шпаклевкой делала, тоже очень легкая и очень интересная. Вот, вот такие вот у меня, значит, дела. Я вам это все показываю. Мама, у тебя красиво получилось. Я рада, что у меня получилось красиво. Моя Ариана, как всегда, в своем репертуаре. Я начинаю записывать, она приходит. Так, ну вот, давайте вот так сделаем. Вот это будет более объемный, потому что тут и большие такие, вот видите, я порезала побольше. Они как бы большие такие, эти материал, кусочки. Это будет вообще по-другому. Видите, смотрите, вот она по-другому смотрится. Вот. Она более объемная. И вот когда она просохнет, она будет вот так выпячиваться. А эти нет. Поэтому нужно делать или все одинаковые, или же все вот такие, как я сделала. Вот так. В общем, вот такая вот система работы. Сейчас я немножко вас отключаю. Я это все доделаю, а потом уже, когда просохнет, я вам сниму или вторую часть, или покажу, как уже я сделала готовую. Вот, теперь я пока, не знаю, прощаться или нет, но пока не прощаюсь. Сейчас доделаю и покажу вам работу. Так, ну вот, мои дорогие, сегодня что-то мои видео как-то то одни зашли, то другие. В общем, вот так вот получилось. Смотрите. Видите? Вот такая вот интересная получилась. Короче, вот так вот получилось. Сейчас вот она просохнет, когда... Дальше я вам покажу, как можно. Видите, вот получаются вот такие розочки. Сейчас не очень видно хорошо, но все равно потом вы уже это, когда просохнет, тогда будет видно. Так, ну вот смотрите, продолжение я уже сегодня хочу прям снять, чтобы вам показать и уже закачать видео. Смотрите, оно уже просохло. Видите, вот это вчера то, что... Ну вот я ночью делала, я сейчас все соединю и покажу сразу. Просохло, но еще, конечно, не хорошо просохло. Нужно дать еще время, чтобы оно немножко подсохло, да, нормально. Но уже более-менее, видите, вот трогаю уже нормально, вот. Теперь смотрите. Сори. Теперь смотрите. Если вы можете, ну, например, если
Вот эту вот я делала, вот эту, я красила. Я сейчас просто покажу вам, как можно. Это я красила коричневой краской, да, сверху золотой. Можно сделать спреем. Просто вот это, вот когда она у вас просохнет, да, можно просто побрызгать спреем. Вот смотрите, просто вот мы брызгаем. Это, конечно, на улице надо делать все во дворе, но я так вам покажу. Вот. Просто спреем побрызгали и даем просохнуть. Тоже красивый эффект, вот видите, чтобы везде вот не было вот этого белого. Вот, видите? Вот, это надо все побрызгать и оставить еще, чтобы оно немножко подсохло. Или же, если вы хотите, чтобы он был более такой объемный, например, да, вот, ну, более объем. Я взяла краску, и вот, черную краску, предположим, сейчас, да, я просто начинаю красить, но это, конечно, более, ну, дольше получается, чем спреем, да. Я прокрашиваю все места, вот, чтобы не было видно белых. Вот. Видите? Вот так. Вы взяли просто, покрасили, все. Вот я сейчас не хочу красить, я буду сейчас просто спреем брызгать. Но я вам показываю, что можно, например, сделать. Вот. Видите? Все мы прокрашиваем вот так вот черной краской. И получается, что, ну, как бы, когда оно уже подсохнет, видите, сейчас я чуть-чуть прокрашу здесь. Мне не хочется просто длинные видео ставить. Во-первых, очень много времени отнимаю у людей, а во-вторых, все-таки хочется быстрее заканчивать видео, чтобы вам было интереснее смотреть. Но иногда не получается. Вот оно сейчас еще не очень просохло, но когда просохнет, оно будет более. Видите разницу? Вот. Вот это место я покрасила краской. Здесь у меня спрей. Сейчас, естественно, если спреем побрызгать, он будет уже можно, ну, готовый, как бы. Потом я вам могу показать дальше, что можно сделать с этой краской. Вот. Примерно вы уже поняли, что надо делать. Видите, как интересно получилась фактура. Вот, когда она уже просохла, видите, как интересно. Оно получилось розами. Вот так. Сейчас я вот все побрызгаю во дворе и уже покажу дальше. Так, ну вот смотрите, я побрызгала. Побрызгала вот это вот спреем черным. Вот видите уже, как смотрится. Я уже показала. Или можно покрасить. Если вы хотите, чтобы он был более объемный, можно покрасить. Вот как я кисточкой вам показывала, прям все, чтобы вот, ну, красим черным цветом, или же коричневым, или каким вы хотите, там, я не знаю, зеленым, красным, ну, какой цвет вам нужен. В общем, или вы красите, или же, вот, видите, уже совсем другой эффект, уже совсем по-другому смотрится. Видите? Еще, конечно, не просохло. Я просто снимаю видео для того, чтобы уже вас ознакомить. Вы будете, конечно, ждать, когда оно просохнет. Ну вот вы побрызгали, оставили какое-то время, да, оно вот высохнет. Вот видите, вот здесь уже просохло где-то, а внутри еще пока не просохло, видите? Вот. Я вам просто сейчас покажу, а вы уже дальше, ну, примерно понимаете, что надо подождать, когда все это просохнет. Дальше. Что мы делаем дальше? Мы можем взять золотой цвет, да. Например, я вот ту работу брала кисточку и золотым цветом вот все это проводила, да, предположим. Или же, если кто-то хочет, например, красный цвет, вот сейчас покажу с красным цветом, как можно это сделать немножко. А дальше, когда просохнет, уже я доделаю сама. А вам, главное, сниму и покажу саму технику. Вот, что-то я совсем перестала нормально снимать эти видео. Ну ладно, я уж стараюсь, но что-то никак у меня не получается. Смотрите, я, значит, вылила сюда вот этот красный цвет. Сегодня еще я хочу снять одно видео, немножко добавляю воды. Чуть-чуть, да, совсем вот. Вот так, чтобы оно было немножко более жидкое. И вот такой вот губкой, вот губка, я оторвала кусочек губки. Ну, вот мы вот так вот сейчас попробуем сделать, смотрите.
Немного, много тут и не надо. Но вот видите, оно у меня еще не просохло. Вот мы можем просто вот так проводить сверху. Вот так, просто нажимая. Там, где розы, предположим, если вам нужно форму розы сделать, да? Или же золотой цвет, если вы хотите золотом. Вот оно еще не высохло, но я вам показываю. Вот видите? Тоже интересный эффект получится. Вы будете ждать, когда оно просохнет. Это я показываю, потому что это экспериментальный такой холстик, поэтому ну, ничего страшного, если оно и не высохнет. В общем. Вот, слегка берем вот так вот красным цветом, если хочется красный. Если не хочется красный, вы хотите какой-то золотой, значит делаем это то же самое, но с золотым цветом, да? Можно кисточкой, можно губкой, кому чем легче, короче. Легко и просто. Ссылку я дам, где я это видела, на каком канале я нашла. Вот, я вам дам ссылочку на этот канал. И вы еще можете посмотреть, ну, как делают именно там. Естественно, лучше делают, чем я. Вот. Но главное, что технику я вам показала. Надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвижению канала. У меня что-то стало... Старый канал, и никак вот он уже не продвигается. А мне не очень хочется менять мой канал, потому что все-таки он у меня мой начальный канал. Вот, не хочу я менять этот канал. Вот. Можно было, конечно, создать новый канал и всем вам сказать, переходите на тот, но мне не очень хочется прощаться с моим каналом. Вот и такое бывает. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, если вам нравится, дизлайки, если не нравится. Ну, что-то ставьте, потому что пишите комментарии. Это помогает продвижению и помогает просмотрам. Вот, примерно вот, смотрите. Ну, уже вот эффект совсем другой, видите? Вот. Видели, как интересно получились цветы? Вот представьте на стене, когда будет висеть большой вот такой, вот, если сделать объемный большой холст, вы представляете, какая это красота. Вот то же самое мы можем сделать с золотым. Я вот там делала золотым. Просто вот эту картину я показываю вам уже вот с красным. Вот, с золотым получается вот так. Видите? Здесь, правда, я делала кисточкой, не губкой. Это было все сделано кисточкой. Видите? Это кисточка. Но губкой намного проще, намного, ну, как бы быстрее. Вот. Сейчас я дам, немножко просохнет, да, немножко еще просохнет сверху. И вот смотрите, даже у меня есть идеи тоже. Можно что-то тут или блесками там, может быть, ну, там где-то, где вот какие-то места, если вы хотите там блеск черный добавить или какой-то другой там красный, я не знаю. Но это будет слишком, я думаю, красный. Там, ну, я не знаю, какие-то бусины. Вот на том видео, где я смотрела, это были бусины. Она добавила, и тоже получился интересно. Ну, вот примерно вот такая работа. Так что вот, мои дорогие, пробуйте, экспериментируйте. Я надеюсь, что вам понравилась вот эта техника. Очень буду рада видеть ваши работы. Подписывайтесь на Фейсбуке, у меня есть группа. Ставьте свои работы туда. И будем смотреть, какие интересные работы можно еще делать. Вот. Пишите комментарии обязательно, потому что, ну, интересно ваше мнение. Вот. Спасибо всем, кто вообще старается смотреть и писать. Я очень благодарю вас. Там у меня много, конечно, моих пишут комментарии. Ну вот. Просмотров больше на онлайн идут, они не подписываются, но все равно меня это радует, потому что люди смотрят. Вот, и это уже хорошо, что смотрят. Все, а теперь всем пока-пока, мои дорогие. Все, я вам показала, губка, и вот такая работа получается у вас. Все, теперь всем пока-пока, ставьте лайк, не нравится дизлайк,
пишите комментарий. Я вас всех люблю. Всем здоровечка, берегите себя. Пока-пока.